Всем привет! Меня зовут Оля, если вы не забыли, а возможно вы забыли, потому что я не снимала видео уже 1000 лет. Выпьем за это воду. Сегодня я буду собирать панельки. Вернее, одну панельку. Данный набор содержит сборную панель типовых панельных домов, широко представленных на постсоветском пространстве. Мы создали эту модель для всех, кто хочет проникнуться вайбом провинции, депрессии и безысходности. Обязательной сертификации не подлежит, безопасно, бла-бла-бла. Для того, чтобы наша сборка была максимально простой и комфортной, мы подготовили ряд рекомендаций по сборке. Клей. Для сборки подойдет несколько видов клея. ПВА, Момент Кристалл, клей для протяжения. У меня вот такой. Это не реклама. Секундный клей, секундный. Для моделей, комплекты, с которыми предусмотрена имитация снега зеленым, рекомендую... Короче, тут много букв. Панельки. Я вижу, что тут есть разные панели. Предполагаю, что это надо вырезать. Вау. О, нифига. Да, здесь прям все написано. Смотрите, смотрите. Вырезать детали. Все такое. Мне не видно так. Приклеить на примерно равном расстоянии поверх линии. Все такое, все такое, все такое. Вот здесь всякие инструкции. И в итоге получится... Ой, нифига себе. Обшарпанные балконы. Надо будет делать все такое. Блин, короче, заморочь какая. Но прикольно. Я не хочу проникаться вайбом депрессии и безысходности. Мне хватает панельки, в которой я живу. Но чё бы и не собрать, да? Смотрите, тут граффити даже будет. Так, я за ножницами. У меня есть маникюрные и вот такие ножницы обычные. Если честно, я решила снимать это видео, потому что... Оля, что ты не снимаешь видео? Сними уже что-нибудь. Это так весело и прикольно смотреть твои видео. Но, честно признаться, мне не о чем снимать видео. Я не знаю, я ничего не делаю. Если вот вам интересно какие-то апдейты мои в IT-теме, да, то апдейт один, и это... Ничего я не делаю, если честно. Соответственно, о чем снимать тоже непонятно. Но вот недавно я начала работать над игрой. Давайте я вам расскажу, какую игру я хочу сделать, потому что это очень, мне кажется, офигенная идея. Итак, пиксельная игра, как обычно, потому что я обожаю пиксель. Однажды мне приснился сон. В этом сне я со своей старшей сестрой гуляла по торговому центру в магазине комиксов. В какой-то момент я теряю свою сестру и не могу ее найти. И оказывается, то, что на торговый центр напали пришельцы, и, в общем, в этой суматохе там куча людей, да, все такое, все бегут к лифту, пытаются спастись от пришельцев, которые сломали потолок и что-то лазерами стреляют в людей, всех убивают. Я пытаюсь найти свою старшую сестру, в итоге я не могу, и толпа людей уносит меня в лифт. Потом я оказываюсь уже вне торгового центра, опять же толпой людей меня вынесло из него, и потом я убегаю от пришельцев. Потом встречаю подозрительного странного человека, который говорит: ты ищешь свою сестру, я помогу тебе выбраться. И он проводит меня в какую-то, типа, как будто мы залазим под... Ну вот как на станции электрички, там есть вот эти вот... Короче, мы залезли там куда-то, и там оказался лабиринт. В общем, в этом лабиринте я лазю в этом лабиринте, ищу свою сестру. И в лабиринте же жуткие страшные гориллы, которые нападают на меня, мне нужно их преодолевать, и в итоге я нахожу свою сестру связанную, и там потом, во сне я проснулась. В игре я что-нибудь придумаю дальше. Ну или, кстати говоря, в игре тоже можно сделать так, что я проснусь. Но, честно признаться, я не знаю, смогу ли я вообще это сделать, потому что вот моя работа, я сейчас работаю на работе, да, это ужасно, я знаю. Вот, она вообще никак не связана с IT, типа я не делаю ничего, что связано с IT, и я только-только привыкла работать на этой, на своей работе. И мне совершенно некогда заниматься изучением IT, и, наверное, я уже все забыла, что знала, а знала я немного. Так что никаких айтишных апдейтов мне на самом деле... мне нечего снимать. Я очень хочу сделать вообще кучу всего, у меня столько идей, у меня вот есть записная книжка, в которой я записываю свои идеи, и в основном там всякая айтишная тематика, потому что у меня нету интереса заниматься ничем, кроме IT, хотя нет, это ложь. Я начала вязать, я теперь очень много вяжу, и сейчас я вяжу офигенную кофточку,
Когда я вот сейчас, я прям записываю это видео, я еще не до конца ее закончила, но мне осталось совсем немножко довязать, и я в это видео вставлю уже готовую работу, чтобы показать вам, как, блин, круто я вяжу. Ну, не знаю, я начала ходить в спортзал, просто веселиться, смотреть сериалы, как-то поэтому что-то как-то мне не до идти. Тем более, я думаю, что я устала учиться. Я чувствую, что что-то, блин, мне надоело учиться постоянно. Ну так еще и я новый диплом получила. Я получила диплом инженера-сменщика. Я теперь инженер-сменщик. Я, наверное, сниму видео про то, как я училась на этом курсе, потому что это, да, не знаю, просто что бы и не рассказать. Что у меня теперь... Получается, что я каждый год получаю по новому диплому о переквалификации. Блин, мне вот интересно, я вообще правильно это делаю или нет? А то я просто начала вырезать. А вдруг я что-то не то вырезаю сейчас. Вырезать детали 1А и 1Б, нанести клей на линию стыка, склеить детали между собой. 1А и 1Б. Короче, я лучше буду делать то, что написано, да? Так я все правильно делаю. Не знаю, слышно или нет, но у меня там просто птицы надрываются, уже какая-то весна началась. Кстати говоря, эта зима была просто нелепая. В начале февраля, хотя нет, в конце января, в начале февраля вроде тоже в первых числах, прям вот первых, была зеленая трава и вообще не было снега. Весь снег потаял, потому что было очень тепло. Но на мой день рождения, 4 февраля, всегда идет снег. Типа вот каждый год куча снега выпадает. На мой 18-й день рождения вообще было так много снега, то что я прям это помню, но я не знаю даже почему, мне не осталось ни видео, ничего, почему мы это не засняли, но выпало так много снега, что автобусы вообще не ходили. И я жила в Москве тогда. Автобусы вообще не ходили, потому что дорогу невозможно было почистить. Были сугробы размером с автобусную остановку. Прям очень много снега. И мы еле как вышли из дома, мы такие, раз это мой 18-й день рождения, надо что-то сделать, хотя бы, блин, прикольное, куда-нибудь сходить. И мы попытались куда-то сходить, мы просто вышли из дома, пытались куда-то пойти, но, блин, мы даже не особо куда дошли, потому что было так много снега. По-моему, мы зашли в итоге в какую-то кафешку, там посидели и вернулись домой. Вот. И на этот день рождения тоже выпал снег. Была зеленая трава 1 числа, 1 февраля, я прям помню. И 4 я работала, я выхожу из подъезда и смотрю, все в снегу. Думаю, ничего себе, вот традиция, конечно. Просто на этот день рождения я прям вообще не ожидала снега из-за того, что было так тепло, был плюс, я не помню, плюс 6, что ли. Вообще для февраля это, конечно, не норма. Но сейчас опять везде снег. В смысле, не опять, а вот вроде как он тогда выпал на 4, так и не таял, и не переставал идти, хоть что-то хорошее. Могу рассказать про свои проекты, которые я хочу сделать, айтишные. И это, собственно, мой сайт, который я уже давным-давно говорю о том, что я хочу сделать себе свой сайт, который бы назывался «Олина история», obviously. Это было бы как... не знаю, чтобы с этого сайта можно было выйти на все мои проекты, которые я когда-либо показывала, потому что я ничего не удаляла из того, что делала, чтобы оттуда можно было выйти на мою игру, чтобы там было обо мне графа. Туда я бы хотела также на этот сайт выложить все свои видео, чтобы там где-нибудь был... естественно, это будет сайт, который будет выглядеть просто нелепо, смешно, и все будут думать, ничего себе, какой странный сайт. Я бы хотела туда добавить элементы 3GS, потому что вот я как узнала про существование этой вещи. Я вообще даже не помню, как это называется. Я вообще уже все забыла про IT. Я даже не помню JavaScript. Собственно, из айтишных вот этих языков я учила только JavaScript. И я вообще не помню его. Возможно, теперь, если я захочу снова начать заниматься айтишной вот этой темой, мне даже не стоит лезть в JavaScript, потому что многие говорят то, что вообще он особо бесполезен, и в нем нет никакого смысла, и зачем тогда мне заново его учить, хотя я никогда даже его не доучивала до конца. Короче, я не знаю вообще, что делать. Я не знаю, где мне делать вот эту свою игру, потому что у меня есть в целом вообще понимание того, как что-то делать на IT, только если писать это... из-за того, что на том курсе, про который я вот 1000 лет назад говорила, и все, что я когда-либо делала, я делала на JavaScript, CSS и HTML. И я даже не знаю, как по-другому что-то можно сделать. Хотя я какое-то время работала, пыталась работать в... кстати говоря, я кое-что еще вспомнила. Существует же вот это Unreal Engine. Это все вот это айтишное занимает так много интеллектуальной энергии и так много времени. И это то, чего у меня нету. Даже на то, чтобы делать то, что-то гораздо более простое. У меня нет ни времени, ни энергии. Уж тем более у меня нет времени и энергии на то, чтобы изучить какое-то что-то масштабное, большое, и чтобы сделать что-то
крутое. Как бы я не хотела. То есть я очень сильно хочу этому всему научиться и этим всем заниматься, но я просто не могу. Иногда я прихожу с работы, и я просто ложусь спать, я сплю до 9 вечера, в 9 я просыпаюсь, я кушаю, и потом в 10 я уже, опять сплю. И, соответственно, я не знаю, о чем мне снимать видео, потому что я ничего не делаю. Ну вот я сейчас делаю панельку, поэтому я решила хоть об этом снять видео. Это А, это Б. Вот так нужно склеить. Вот это А, вот это Б. Вот так нужно склеить. Сейчас все будет. Секундный клей. Ой, хоть бы не склеить себе пальцы. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Можно я не склею себе никакие пальцы, ничего вообще. Если что, вы стоите на коробке. Сейчас я наклоню чуть-чуть. Коробочка падает, на которой вы стоите. Девочки, вы упали. Ой, что я сделала, господи. А, тут все равно замуровано все, смотрите. Наверное, это вот так. Страшно. Что-то оно не получается, конечно, это сделать. Давай! Я не знаю, почему я так сделала. Ничего не произошло. Все нормально. Так. Закрываем. Приклеиваем. Аккуратно. Аккуратно. Эй, куда? Боже, нет. Да, вот так. Nice. Very nice. Смотрите. А еще, кстати говоря, не обращайте внимания на то, что у меня на голове какой-то бедлам. Так и есть. Теперь согнуть все линии сгиба. Знаете, у меня в детстве были такие журналы, это были выпуски разные, где там типа первый выпуск — это одна часть корабля, второй выпуск — это вторая часть корабля, и там типа 10 выпусков, в котором в каждом по чуть-чуть деталек, и в итоге, если ты соберешь все выпуски, то ты соберешь целый корабль. Ну или там не обязательно корабль, по-моему, там много разных вещей было, и, по-моему, мы так никогда ничего и не собрали с сестрой нормально. Мне кажется, должен быть какой-то способ, как это сгибать, чтобы было прям идеально ровно, типа с помощью линейки или что-то такое. Мне кажется, получится прикольно. Я сегодня выпила 4 чашки кофе. Ну ладно, это были не чашки, это такие огромные стаканы. Но я вот, выпив 4 вот этих огромных стакана кофе, только сейчас почувствовала себя проснувшейся и бодрой. Вот обычно, если я упьюсь кофе, ну типа так много кофе выпью, да, то я чувствую себя, ну типа, у меня бьется там сердце очень сильно, тахикардия, я чувствую себя не преисполненной энергией, как будто, блин, я сейчас умру. А сегодня я, наоборот, выпила так много кофе, и я только в норму пришла. Мне кажется, это что-то говорит об атмосферном давлении и об моем собственном давлении, все такое. Вот что я еще хотела сказать, это то, что я увлекаюсь таким количеством вещей. Вот, например, вязание, да, айтишная тема. Мне очень интересно изучить астрономию, физику, всякие науки разные. И именно прямо вот углубиться, да, заниматься всем этим серьезно, там, как в школе, да, решать всякие задачки. Прям вот изучить предмет. Это же как... это же то, о чем писала Сильвия Плат в своей вот этой книге. Белл Джар.
стеклянным куполом по-русски. Там, в общем, цитата про то, что про фиговое дерево. Про то, что вот, типа, ты смотришь на ветку, и на ней висит куча винограда, да? Ну, или вот этих фиг. Это какой-то фрукт такой. И каждая виноградина — это какой-то вариант твоего будущего. Там одна виноградина — это там ты стала художницей, рисуешь все эти картины, там, открыла свою картинную галерею, разъезжаешь с гастролями. Вторая виноградина — это ты стала там супер-айтишницей, создала кучу своих там разных проектов, все такое. Третья виноградина — это ты уехала путешествовать, без денег, стала хиппи, там, и все такое. Ну, короче, куча разных виноградин, куча разных вариаций своего будущего от того, что можно делать, и того, в каком направлении пойти. И ты вот сидишь перед этим фиговым деревом, смотришь на все эти разные виноградины и думаешь: блин, столько возможностей, что я уже даже не знаю, что делать, и я сижу, и в этом непонимании того, какой вариант будущего своего мне выбрать, я не делаю в итоге ничего, и в итоге все фрукты уже испорчены, и уже ничего не остается, кроме как, ну, типа, просраны вообще все шансы. Надо было уже вовремя хоть что-то выбрать, чтобы к чему-то прийти, а в итоге ты ничего не выбрала и осталась ни с чем. Ну, об этом в книге пишется, но я вот как-то, когда я в первый раз прочитала лет в 16 эту книгу, я подумала: вау, действительно, вот это прям то, что я чувствую. Не могу никак выбрать и решиться, и в итоге я не делаю ничего, и я чувствую то, что вся жизнь прошла мимо, а я так ничего и не сделала. Но это все к тому, что сейчас я уже так не чувствую, я вообще так больше не думаю. Ну, то, что непонятно, что выбрать, и непонятно, что делать, и из-за этого надо страдать. Мне кажется, если не знаешь, вот что делать, сделай каждого по чуть-чуть, а потом выбирай то, что лучше получается. Я, конечно, думала над тем, чтобы стать художницей, да, профессиональной. И я пробовала действительно заниматься постоянно вот этими картинами, постоянно рисовать. И я поняла то, что мне не нравится постоянно этим заниматься. Мне нравится рисовать там, раз в месяц. И в итоге иметь там 5 картин в год, нарисованных мною, и радоваться им. То же самое с программированием. Мне кажется, что я вот попробовала покушать вот эту виноградину с программированием и поняла, что это не моя виноградина. Она не для меня. Ну, в смысле, я вот ее поела и думаю: крутая виноградина, но можно и что-нибудь другое тоже покушать. Поэтому, да хотя не знаю, блин, так сложно. Но я, по крайней мере, попробовала эту виноградину, и я поняла, что это из себя представляет вот это все программирование, хотя я в итоге ничего особо из этого не сделала. Зато я научилась готовить брауни. Короче, сейчас будет рецепт брауни. Я готовлю брауни не по рецепту, я готовлю брауни вот как чувствую, по ощущениям, да. Сначала нужно порезать шоколадную плитку. У вас должно быть, вернее, 2 плитки. Темный шоколад и молочный шоколад. Нужно ее порезать, все это закинуть в кастрюльку и дать ей расплавиться, чтобы шоколад полностью расплавился. Туда же нужно добавить сливочное масло, примерно вот столько, просто по ощущениям я делаю, там почти целая пачка масла, да. Потом туда нужно насыпать какао и сахар. Потом это все должно расплавиться в одну массу и быть таким жиденьким и все такое. Потом туда сразу, вот я снимаю с плиты, я не жду, пока что-то остынет, я просто сразу туда добавляю, в зависимости от того, какая компания людей будет есть в этот брауни. Либо 2 яйца, либо 3 яйца. И муки я насыпаю просто, ну вот, чтобы консистенция была такая, какая-то такая густая. Потом это все нужно насыпать, налить, вылить в стеклянную тару, которую нужно будет поставить в духовку. Духовку заранее не разогреваю, я просто беру вот эту стеклянную тару с вот этим тестом шоколадом внутри, ставлю это в духовку, включаю на 180, засекаю время, забываю, во сколько я поставила этот брауни туда, и достаю примерно минут через 20, и это, блин, идеальный брауни, он просто такой вкусный, вообще. Потом туда нужно сверху положить мороженое, какой-нибудь пломбир из вкусвиллы, это не реклама, или любой, какой вам нравится, и скушайте его с друзьями, пока вы смотрите фильм. Советую, очень советую, это просто идеальная вещь. Вырезать, вид с обратной стороны, другой ракурс. Вот тоже вид с обратной стороны, другой ракурс, как вот в инструкции. Мне кажется, у меня другая моделька, чем тут, потому что у них тут нету вот такой вот с граффити штуки. У них просто 2 одинаковые вот такие. Ну да. Так, отогнуть, значит, говорите. Линии сгиба. Но вообще вот вязать это тоже как бы не
не пустяки, это довольно сложно, но мне кажется, что это легче в том плане, то, что совершенно не интеллектуальный труд, это как бы просто мелкая, моторика, и ты вот сидишь и вяжешь, и делаешь все вот это. Это такое мастерство, которое достигается посредством опыта и кучи... Хотя я не сказала бы, что куча свободного времени. Тут дело даже не в свободном времени, а в том, что это как медитация. Мне иногда нравится просто сидеть и вязать. Сидишь, вяжешь, ничего не думаешь, слушаешь музычку. Нехорошо. Я чуть-чуть вклею. А чего она не приклеилась-то? Та-дам! Короче, тупо то, что тут окошки, на самом деле, так повторяются дебильно. В некоторых отражается деревья. Ну, короче, это одинаковые окошки, их просто Ctrl-C, Ctrl-V. Теперь нужно вырезать вот это и приклеить, склеить друг с другом вроде. А и Б нанести на место стыка, склеить. Ну да, склеить. Теперь у меня есть пол. И бок. Короче, это было очень сложно. Она будет больше, чем я думала, эта панелька. Продолжаем. Какая тут фигня с инструкцией. Тут, короче, написано вырезать детали 2С. В скобочках 4 штуки. Но 2С всего 2 штуки. При этом дальше написано вырезать детали 2Е 4 штуки. Но детали 2Е тоже только 2. При этом есть детали 2D и 2F. Типа вместо того, чтобы было 2С и 4 2С и 4 2Е, у меня 2 2С, 2 2Е и при этом 2 2D и 2 2F. Вот. И также в инструкции написано вырезать детали 2S и 2D, и это вот эти оставшиеся, но они называются 1E и 1F. Типа они назвали все детали, по-другому, чем они в реальности называются. Но тут сложно запутаться, потому что и без инструкции на самом деле понятно, что делать. Просто минус звезда вам, разработчики панельки. Так, вот такие полосочки двойные. Да перестань на мне фокусироваться. Вот такие двойные полосочки нужно приклеить внутрь стены вот так. Вот 2 я уже приклеила. Я думаю, это просто для устойчивости. Оставшиеся 2 детальки моего дома. Их надо сюда. Понятно, да? Я, кстати, может, вы знаете фильм, который называется «Реальные упыри». Там про вампиров в Новой Зеландии все такое очень смешное. Я недавно узнала то, что есть сериал, который называется «Полиция Веллингтона». Или я уж не помню. Что-то вроде того. И он про то же самое. Про полицейских, которые появляются в фильме. Добрый вечер, сэр. Здравствуйте, полиция. Здрасте, я констебль О'Лири. Это констебль Миноук. Ничего странного здесь не происходит. Да, сэр, мы тоже очень на это надеемся. Пойдемте. Ему тут совсем не весело. А как он завтра будет себя чувствовать? Его Согласен? душа уже в аду. Не волнуйтесь. Где его душа, меня не волнует. А вот где его одеяло? И он очень смешно. Я посмотрела целый первый сезон. Там всего по 5 серий. Каждая серия по 20 минут. По-моему, всего 4 сезона. Очень забавно. Если вам нравится фильм «Реальные упыри», вы не знали про этот сериал, советую очень посмотреть. Чуть-чуть лишнего отрезала. У меня подруга переехала в Сочи, и я ездила к ней еще осенью, в октябре, в гости в свой отпуск. Мы ездили на Красную Поляну 2 раза. Я снимала там, как будто для влога. Я никогда так и не смонтировала это видео и не выкладывала, но, наверное, я его смонтирую и выложу.
И также я думаю, что я сниму такие видео про Танграм. 1000 лет я хотела уже снять видео про Танграм. Вы, наверное, даже, может быть, не знаете, что такое Танграм. Но вот у меня была, ну, не то чтобы одержимость Танграмом, но я, в общем, прочитала в книжке про Танграм. И мне так сильно понравилась вообще эта игрушка, что я сделала себе свой собственный Танграм. В общем, он прекрасен, всем советую поиграть в Танграмы. И, между прочим, я, кстати говоря, хотела сделать приложение, ну, игру про Танграм с дизайном с моим собственным, потому что существует на андроиде 2, по-моему, прям таких хороших приложения про Танграм, но мне так сильно не нравится, как оно выглядит. Я бы хотела сделать совершенно по-другому выглядящую игру про Танграм. Наверное, я сделаю... Ну, потому что я уверена, что я не смогу сделать это приложение, но я в фигме сделаю дизайн, приложение про Танграм и сделаю видео, где я рассказываю про игру, буду показывать свой дизайн этого приложения, в каком виде я бы хотела видеть на телефон игру про Танграм, вернее, игру в Танграм. Вот, и кто угодно сможет реализовать идею, которую я придумала, потому что я точно не смогу. Но я очень хочу, чтобы это существовало. Ну ладно, может, я и сделаю когда-нибудь. В любом случае, надо начать с дизайна. Внутри вот этой стены тоже для устойчивости нужно приклеить 4 штуки, и еще у меня уже почти закончился маленький клей. Хорошо, что у меня их 2, но я не знаю, хватит ли мне 2, потому что тут вот такие детальки, и каждую надо будет еще склеивать, и что-то мне уже надоело этим заниматься. Возможно, я не доделаю даже. Ну, в смысле, когда-нибудь я доделаю. Хотя, ладно, пофиг, доделаю сразу. Че откладывать? Просто сделаю и все. Теперь получается вот это то, что я сделала уже, и вот это, которое с вот полосочками внутри, и это нужно склеить между собой, чтобы получился дом. Сейчас все будет. Я склеила только одну сторону, и у меня окончательно закончился первый клей, я вскрываю второй. И вот я действительно вообще не думаю, что у меня хватит клея на всю поделку. А еще, короче, я реально, чего я так много говорю, короче? В реальной жизни я вообще разговариваю не так, как на видео. Я не оправдываюсь, просто говорю. Мне подарили на день рождения, сестра мне подарила такую штуковину, которая ставится между книгами. То есть стоят книги, и между ними такая поделка, которая внутри светится, и там, по-моему, маленькая кафешка или маленькая комната, что-то такое. Это выглядит очень-очень уютно, мило, и это будет следующая поделка, которую я буду делать после вот этого домика. И также мне на день рождения еще и подарили... Там, короче, нужно сделать робота. Настоящего робота, который ездит, и у него такой крюк, по-моему, он может что-то брать, распознавать, там прям плата есть. В общем, очень интересно. Вот, я очень давно хотела сделать робота, и там как раз такая вот фигня, чтобы сделать робота. Я вообще очень довольна. Столько поделок, в общем, буду делать, столько дел. Еще мне надо свитер довязать, шапку связать. В общем, я занятой человек, очень занятой. Сложно. У меня уже очень сильно болит палец. Эй. Палец весь в клею. Я думаю, я сделаю перерыв попозже. Ага. Да блин, что это такое? Бедные мои пальцы. Они уже все в клею. Это нехорошо. Я прям чувствую, что он так нагревается, этот клей. Готово. Сейчас буду делать крышу. Так, я сделала перерыв на покушать суп. Поела суп. У меня ожидаемо закончился клей. И осталось... Короче, сейчас у меня вот такая вот фигурка дома.
без крыши, с дырой в крыше. Осталось вырезать 2 вот эти вот крыши, склеить между собой, приклеить сверху. Тогда у меня будет дом с крышей, после чего будет очень много вот этих балконов. Мне надо будет их вырезать и каждый маленький балкончик приклеить типа вот так вот сюда. Короче, к дому. И все. И все, да, и будет готовый дом. Поскольку у меня закончился клей, я сейчас пойду в магазин, куплю клей, все это вырежу, приклею и, наверное, сниму уже просто готовый результат, готовый свой дом, который вот я сделала. По большому счету я снимала это видео не чтобы вам показать, как я делаю эту поделку. Готовую поделку я вам покажу. Я хотела просто сказать то, что, наверное, я буду теперь снимать и дальше видео. Я смонтирую видео с отпуска из Сочи и смонтирую видео, может быть, когда ко мне сестра приезжала в гости в Нижний Новгород, и мы с ней гуляли. Выложу, наверное, пару влогов из вот этих вот наших странствий. Это вообще все было летом. Она приезжала ко мне в июле, что ли. Блин, сейчас февраль. Вообще, я не знаю, время очень быстро идет. Наверное, это все смонтирую, выложу несколько влогов. Потом видео про танграмм. Потом видео с дизайном, где я рассказываю про приложение про танграмм, которое я хочу сделать. Также про игру. Про вот эту игру, где пришельцы, не динозавры, а пришельцы, обезьяны и лабиринты, где я ищу свою сестру, вот, для которой я сделала вот эти вот пиксельные арты. И, короче, у меня очень много идей для того, что снять. Наверное, я снова буду снимать видео, так что, если вам было бы интересно смотреть мои видео, то, не знаю, пишите в комментарии, подписывайтесь. И также мой телеграм-канал, в который я не писала ничего уже очень-очень давно. Я туда не пишу, потому что там подписано очень много людей. Ну, в смысле, это не много людей, там типа 100 человек, но я не знаю, чего все эти люди, которые подписаны на меня в телеграме, ждут. Я чувствую такое давление, то, что мне нужно писать какие-то там прикольные посты, где я там что-то про эти темы рассказываю, какие-то апдейты пишу и все вот это. И, в общем, ожидания вот этих людей, которые я сама придумала, да, их вот эти ожидания. Короче, из-за этого мне не хочется ничего писать, потому что я думаю, блин, да я какую-то фигню сейчас напишу, а все ждут, что я буду писать что-то крутое. В общем, я решила то, что я просто буду писать, что хочу. Так что можете отписываться от телеграм-канала, можете подписываться, но я буду туда постить вообще просто все подряд. Не связанное с IT, а просто, в общем. Просто хотела сказать то, что я снова собираюсь снимать видео, так что увидимся в следующем видео, возможно, даже уже через неделю. Всем пока!